I'm Patrick Lancaster, and right now we are in a little cottage vacation, you could say, area outside of Severodonetsk, more of a what they call dacha area here, where people come out of the city to relax in the summers. And we originally came here as part of another report giving humanitarian aid out to people in need here, but we came across this man here who had been taken captive by Ukrainian soldiers, and we talked to him about his experience, and we thought this kind of deserved its own report to just let more people see about this story so they know exactly what they're looking at. We tried to be most in-depth about it as possible, just to stick to the facts of what the people are saying. No opinions from our point of view, but just the facts. So please like this video, share, and subscribe. And now we're going to talk to them. Well, we've already talked to them, so we know what they said, but now you're going to hear what they had to say about the situation that happened to this man. Okay, again, we thought the report was going to be over, but we've got word from the civilians that there's another family that was just up the road. We came quite a bit up towards the next village, but we're stopping here. We heard there's a family of 3 that's in pretty bad condition, so we want to give them some aid as well. Здравствуйте. Вас семья здесь, да? Сколько? 3 человека. Да? Ага. Ну, мы слышим вас чуть-чуть тяжело здесь, но немного, но есть Спасибо, помощь. помочь. Спасибо большое. Можно сказать, как обстановка здесь? Обстановка у меня украинские военные споймали 3 или 4 числа и на расстрел вели. Что? 3 раза на расстрел. Они стреляют тебя? Yeah, they wanted Мешок на голову одели возле Чистого озера. Это сказали, что я узнаю позиции, начали меня обвинять, что я диверсант. Я говорю, я местный, на учете, ну, в общем, больной. Они сказали, будут меня убивать, молись, до утра доживешь. В погреб меня отвезли от Сиротина. Там у них 2-этажный дом, квартировались руководство. Начали издеваться надо мной ножом. Ну, ножом били по позвоночнику. Они нож резать тебя? Да, резать. У меня был мешок на голову. Я координацию потерял. Вот так вот в стене. И расстреливать. Над ухом стреляли. Ага. 3 раза выводили на расстрел, сказали прощайся, сбивали с ног, по позвоночнику били металлическим этим. Я не знаю, что это, я не видел. И со мной был с Боровского парень. Он тоже шел к жене, ему там лекарства надо было какие-то, а ему прострелили ногу. И он сказал, я истеку кровью, и пришлось, говорит, я говорю, давай может до вечера, чтобы, ну, погреб убежать. Там дверь была хлипкая. Мы толкнули дверь этим, ну, деревянная, и упала на глазах это все, вот, погреб. Падает ли граната. Тот парень падает на ступеньки, я отклоняюсь, там был как это само, взрыв. Перед этим я спросил этих военнослужащих украинских, отдайте мне документы, я гражданский. Они вместо этого стрельнули в деревянную дверь, и пуля рикошетом где-то летела. Это чудом, что меня не убило. Почему они сделали это? Я не знаю, это... Они смеялись, сказал тот, который в Панамке был, говорит, я с 2014 года с вами воюю, вы местные, от вас все зло. Говорит, я ж лежал на низу, они стоят и окружили с оружием. Говорят, если знаешь, какой луганчанин хороший и дончанин. Я говорю, какой? Они говорят, мертвый. Понимаете? Это как геноцид. Они сказали, мы вас всех это самое.
вас местных надо закопать, понимаете? Как это возможно? Может быть, А кто, вы знаете, какие-то именно были войска? Я не знаю, но это были какие-то из командующих, кто-то. Может быть, Ну, может с быть, вы руководства, просто с сказал, руководства. может быть, вы просто сказал это, потому что тут контролировала Россия. Может быть, это не произошло. Это правда или нет? Это, конечно, правда. Это я сам был в шоке. Я ж думал, ну как, я мирный гражданин, меня ни за что. Я говорю, я мирный. Я еду за продуктами, я ехал за продуктами. Домой, родители здесь на даче. Продукты с города возил. Потому что там какая консервация, знаете, бывало что-то там или гуманитарку давали. Ну, сам факт, что выживать же ж как-то надо. И вот так вот это самое, это для меня это был шок. Когда надели мешок, разбили лицо, забрали документы, говорят, ты тут шастаешь, ты тут позиции какие-то узнаешь. Какие позиции? Везде, всегда я ездил, никогда. Это возле Чистого озера. Мгм. И вы... 3 Вы- раза их выводили на расстрел, я же говорю. За документы, я говорю, дайте документы. Вот такой деревянный погреб, ну знаете, деревенские погреба. Мгм. И пуля полетела где-то рикошетом. Чудом, что меня нет. Но вот парню меньше повезло, он более крепкий, они на него, или у него, ну они на него сразу. Ты военнослужащий, он говорит, я гражданский. Ну военный, я видел с этого, с погреба. Он ему в ногу бах сразу. Вы ранены после этого все или нет? У меня разбито лицо было, я отходил, я выходить боялся, тут ездили украинские, я боялся в туалет Ага, сходить. и какой день это был? Когда это был именно? По-моему, или в пятницу, вот 3 или 4 вот. Это месяц, июнь. Июнь, А, июнь. это был как, вот, 3 недели назад, да? Больше да, 3 недели. да, Это да, потому, что не верит сейчас. Ага, рано. Ага, понял. И чудом они меня не расстреляли, понимаете, дверь, мы с парнем, вот которому прострелили ногу, он говорит, надо уходить, я, говорит, истеку кровью, он с Боровского сам. Толкнули, вот погреб деревянная хлипкая дверь, толкнули на глазах это все, толкнули досточка, и на моих глазах, вот оно ж погреб вот так снизу, вниз уходит. Падает тут эта граната, это как в кино, понимаете? У меня вот, я опешил, я не знал, что делать. И этот же парень вот так вот падает на ступеньки. И тут несколько секунд же, сколько граната. И взрыв. Бабах, в ушах все звенит. Я вот так чудом от это, ну, это как лежаки, или, знаете, в погребе ж хранят продукты. Просто и мы с ним, я говорю, надо бежать. Выскакиваем, там командование у них на 2-м этаже двухэтажный красивый дом заняли. Музыка, все. Если бы мы туда вышли, нас постреляли просто. Я его тяну, этого парня, говорю, давай огородами. Мы побежали, поняли, там эти огороды, и мы там сетку поломали, я ему помог. У него нога ж прострелена, я его за руку помог, мы до гаражей там выскочили. И он побежал к себе, пошел в Боровское, а я сориентировался, где родители, вот, на дачу. Мгм. И машины мотались, они военнослужащие, меня могли убить тоже. Я падал несколько раз, пока дошел до сюда. В общем, это чудом, что я живой. Я 3 недели вообще боялся выйти из домика. Мгм. Но тут сейчас Россия контролирует. Вы рады это, наверное, да? Да, очень хорошо относятся ребята все. Любая помощь, сразу же отношение чувствуется, ну, положительное к местным, или просто к нам относились как к врагам. Я ж не враг, я гражданский. Я им говорю, ребята, я не гражданским, с кем вы воюете. Они это, все, молись, мы тебя сейчас кончим. Панамке, который старший был, говорит, я тебя сейчас прикопаю здесь. Забрали велосипед, забрали документы. И теперь вот мне предстоит восстанавливать всё. Какие документы? Паспорт. Забрали паспорт, кредит эти, с банка карточка была. Ну там денег особо, ну, кредитка просто. Ну, спасибо за... Спасибо вам правда. большое. И твоя мама здесь, может, мы могу говорить, она тоже, да? Да, сейчас, пожалуйста. Спасибо вам большое. Да.
So we want to talk to the family of the man we just talked to because I understand for some people, even myself, it's kind of hard to understand how Ukraine can do that to someone. So we're going to have a talk with his mother and see what she has to say. Можно сказать, что произошло твой сын и как твой сын? Да, конечно. Ну, у нас такая ситуация, что сын лежал полгода в этой психоневрологической больнице, Приволье, не у нас в городе, это областная считалась больница, и он прошел там курс лечения, и его выписали, и чтобы мы стали на учет у городского уже психиатра, и тот должен доготовить документы ему и выписывать дальнейшее лечение. Когда его лечили в Приволье, то лечили бесплатно. А тут уже нам получается покупать за свои деньги, конечно, дорогие препараты, но мы их не получили, потому что началась война. И вот сын остался с нами, никакой помощи медицинской, такой, чтобы ему было более-менее легче, не было. Начались обстрелы, началась эта ж война, и в наш дом тоже попадали снаряды, и окна все повыбивали, и мы от страха все дрожали. Нам выехать с ним, куда с ним выезжать, он не будет. Выезжали, люди выезжали из города, маршрутки были, давали, это самое, мэрия. Но он не может находиться с людьми. Вот это вот все его все раздражает, он начинает ругаться, на всех кричать. И мы решили пойти на дачу. И это мы 7 апреля мы пришли сюда на дачу. Мы думали, что тут будет легче, здесь было тоже ужас. А он мотался в город почти каждый день. Когда возле озера там было с другой стороны, вот когда ехать с Метелкина, был блокпост, его пускали. Ребята, ничего не могу сказать. Но говорили, Украинский. Украинский, да. Проверяли паспорт, смотрели паспорт его и отдавали же. А потом уже последний раз, когда он ехал, они сказали, все, больше в город мы тебя не пустим. Там будет сильно жарко. Он приехал, нам сказал. Я сказала, Олег, ни в коем случае не надо ехать. Нет, я нашел другую дорогу, леском, как на Сиротино ехать, там леском можно проехать. И поехал, и его сразу заловили. Ты велосипедист, ты, значит, этот сепар, что ты тут вынюхаешь, сколько они тебе платят. Ну и начали его прессовать. А там еще один парень. Ну, так как он рассказывал, тому парню прострелили ногу, потому что он начал разговаривать. Этот вообще перепугался, не стал разговаривать. Забрали у него велосипед, рюкзак пустой и сумка. Все, у него ничего не было. Ну и пробыл он там почти целый день. И просто по случайности, наверное, он остался жив. Мы не знали с мужем, что нам делать и где его искать. Потому что мы понимали, обстановка какая. Везде и всюду идут обстрелы, его нет. Раз его нет, значит с ним что-то случилось. Ну а потом он 3 часа прибежал без велосипеда, весь запыханный, штаны порватые. Я убежал из плена. Как убежал? Ну вот так вот меня забрали. Значит, не то капитан там был, не то непонятно кто, но он не видел. Ему вот эту нашу сумку ашановскую повесили на голову, поэтому он его не видел, он только слышал голоса. Ну там украинцы очень, наверное, Западной Украины строго к нему отнеслись на украинском языке. Тебе надо то, тебе надо сё. Ну и вот такая у нас произошла ситуация. И он остался без документов, естественно, без Они паспорта. берут документы. Они забрали паспорт, а он говорит, когда вы мне отдадите паспорт? Они через стенку стрельнули, пуля пролетела там где-то, возле него. Что вот тебе паспорт. И не дать... Нет. So он сейчас без паспорта? Он без паспорта сейчас. У нас ксерокопия есть документа, а паспорта оригинала у нас нет. Еще будем теперь добиваться в город, как можно будет ходить, чтобы ему выдали какой-то документ. И, может быть, нам дадут какое-то лечение, потому что без лечения я не знаю, что он может сделать. И он был ранен или нет? Нет, он не ранен был, а его, которого второго парня посадили, забрали. Олега забрали вот с этой стороны, а парень там с Боровского ехал, с другой стороны, велосипедом. И сказали, что вы ездите в нулевой точке, по-моему, он так мне сказал, здесь идет война. А вы, значит, вынюхиваете и смотрите, где тут наши эти самые. Вот это вот такая у нас
проблема. Понял. So это очень тяжело. Очень so- тяжело. Очень тяжело. Как вас планировать дальше? Дальше мы как прекратятся обстрелы, муж поедет, узнает, как там что, будем регистрироваться и оставаться на своей родине, в своей квартире. Своя родина, кто это? Ну, Не, что вы имеете в виду? Квартира у нас в Северодонецке, трехкомнатная квартира. Мгм. Собираемся там, но там окна выбиты были, но это выбиты. А что сейчас там останется, мы ж не знаем. Дом сам по себе горел, в 2 местах повыгорали там с первого. 3 или 4 подъезда выжженные. Наш первый подъезд пока вохмеловал, но это было неделю назад, что сейчас мы ж не знаем. Как? Ехать мы нигде не собираемся, мы будем здесь. Да, и как вы думал? Мы вижу, we saw the whole town, the whole city of Severodonetsk has been destroyed. What percent of that was done by Russian shelling and what was done by Ukrainian shelling? Да, видно сейчас, что Северодонецк полностью уничтожен. И по вашей оценке, какой процент повреждений нанесла российская и украинская армия? Это и это. Да кто ж его знает. Мы вот здесь всю войну просидели. Ага. И мы ж не знаем, где кто и как. Мы ж мирные Ага. люди, мы даже не можем понять, откуда оно стреляет, куда оно стреляет. Ага, понял. Вот это вот так вот. Ага. So, извините, Мы просто, конечно, в таком смятении, мы не знаем, что дальше и как нам быть. Нам главное хотя бы доктора оказали ему помощь. Вот, So, спасибо. вот это. Вам спасибо большое. В такую мы ситуацию попали. Бить это самое, давайте, ну, порубать лопаткой. Ну, когда в плену был, когда в Сиротино, кто там у них говорит, я сейчас тебя порубаю лопаткой, и говорит, ну надо это снять на видео. И попросил своего, говорит, ты поможешь мне снять? Он залазил ко мне в сумку, говорит, я тебя не боюсь, смотри на меня, я тебя буду рубать, ну, вечером лопаткой. Он, Он сказал, да, лопаткой. это буду- украинский? Да, он сказал, сколько, что ты за твою жизнь, я буду тебя рубать лопаткой. Если есть машина, давай, сколько ты дашь за свою жизнь. Я единственное понял из его разговоров, что он детдомовский сам, что у него нет родителей, вот он это сам. Он сказал, я говорю, отпустите меня, я пойду это самое. А нет, говорят, мы тебя не отпустим. Тот говорит, что в детдоме такое было. И перед этим они меня, у меня руки связаны были скотчем, они к машине говорят, давай его по дороге протянем. Говорят, раз он русский, то мы его протянем по дороге. Поняли как? Это точно. Это точно. Ну, я ж не шучу. Для меня это было полное перевернут. Можно вопрос? Твои корни, вы русский или украинский? Украинец. Вы украинец? Да, я еще с ними по-украински разговаривал, чтобы, ну, чтобы не, ну как, Не провоцировать. не провоцировать, да. И получилось, что они наоборот гигикали с меня. Сначала они сказали, что начали рассказывать, что они русские, представляться, чтобы я кинулся, сказал к ним, а ты кто, какая твоя позиция? Я говорю, я не вне политики, ребята, я вон на огороде, мы сажаем картошку. Ну а в итоге вот потом говорит, давай машину за свою жизнь. Порубать хотели меня этими, он и снимать это все на видео. И сказал второму, он, я не знаю, тут поддержишь, тут говорит, да, поддержу. Камеру это сам. Он говорит, у тебя столько этих видео, хорошо. И начали говорить, куда тебе стрельнуть, в плечо стрельнуть, в колени прострелить, вот выбирай. И вот так вот тыкали нам этим автоматом. По позвоночнику бил этот, который с интерната. Болел у меня потом спина вот здесь. Он бил, с ног сбивали. А что впоследствии случилось с мужчиной, которому получил ранение в ногу, которого ранили? Он ушел к себе в Боровской. Я не знаю, потому что он же шел какими-то там полями, что они сказали, что именно на велосипеде. Ему то ли
жена хотел это в больницу. Ну тогда уже семиэтажка была занята это. За лекарством он ездит. За лекарством теща он ездил, да, он сказал. А его обвинили, что он военнослужащий, что он это самое. Мне просто повезло, что тут рядом дачный поселок, и машины мотались, вот это ж военные, ну, чудом повезло, что никто не увидел. Так бы это. Меня второй раз уже бы не выпустили, они простреляли. И я переживал, получилось бы, пропал без вести, от родителей они бы не знали, ну, документы забрали, все. Документы. Ну, все будет хорошо. Всё будет лучше. Спасибо большое. Спасибо. So you hear the facts and the words of the people that are living this. As always, we show you the people. We give the people a voice who the Western mainstream media won't let speak. So we're just going to continue to do this. So please like this video. Watch videos from both sides of the line so you get more of a better understanding of what the real situation is. Don't just be spoon-fed by the Western mainstream media. Subscribe to my channel if you're new, because there's a lot more to come. And share this video so more people can get educated on what's happening on this side of the line, and will, in fact, the Ukrainian side of the line when this happened. Right now, this area is controlled by Russia, but when this happened, obviously it was controlled by Ukraine because Ukraine arrested him. So there's a lot more to come. Please remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Рада. Рада называется. Rada? Рада, рада. So, Голодная сидит тоже. Особо не можем выделить ей ничего. Самое, что моем с кастрюли, она немножечко слизывает. удачи, все будет лучше. Спасибо. Да. Надеемся на мир. Все, счастливо, счастливо. На мир и взаимопонимание между украинцами и Россией. Прекратится вражда, наступит мир. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Люди никогда не враждовали. Эти миллионы, эти мешки денежные свели людей для этой битвы. Это не нужно. Спокойно, спокойно. Все хорошо, все хорошо. Все прекрасно понимают.